В детстве я очень боялась, что под кроватью ночью сидит некто, кто может схватить меня за любую часть тела, которая вылезет за пределы кровати. Вот я выросла, завела кота, и кошмар стал явью. Брат рассказывает, замкнутый круг получается. У меня во дворе живет кот. Каждый вечер метит мою машину. Утром приезжаю на работу. Там во дворе тоже кот. Нюхает, возмущается и метит. Вечером еду домой, и первый кот с громкими ругательствами опять метит. И так уже месяц. А я смеюсь и говорю ему, это они дружат по переписке. Моя блондинистая кошка Красопета весьма пушиста и периодически приходится чесать. Пришла вчера с улицы, конец хвоста грязный колтун, где-то лужу нашла уже. Я беру ее щетку и с бурчанием на тему «Что же ты хвост твой не отмыла, грязь в дом несешь?» начинаю вычесывать хвост. Кошка сначала мурлычет, потом, видать, надоело, тембр мурлыканья меняется, вытягивается лапа, растопыривающие такие нехилые коготочки, прямо у меня перед лицом. Я замерла, а кошка, внимательно глядя мне в глаза, протягивает лапу и очень медленно и аккуратно начинает расчесывать мою челку, которая выбилась из кое-как заплетенной косички. В голубых глазищах упрек, дескать, со своей шерстью разберись, а потом на меня наезжай. Однажды вечером моя кошка выбежала на улицу и не вернулась на следующее утро. Я отправилась ее искать и обнаружила бедолажку на высоком дереве. Не сумев заманить кошку вниз, я позвонила спасателям. «Мы этим больше не занимаемся», — ответила диспетчер. Я стала настаивать, однако она вежливо, но твердо заявила. «Кошка спустится вниз сама, когда проголодается». «Откуда вы знаете?» — спросила я. «Вы когда-нибудь видели кошачий скелет на дереве?» – спросила она. «Не видела», – ответила я и положила трубку. Пришлось справляться самим. Однажды кот потоптался по клавиатуре включенного ноутбука и лег на ней спать. Все настройки сбились, программы не запускаются, миллион процессов запущено, вылазят какие-то стрелочки с кодами. В общем, работать невозможно. Вызвала компьютерщика. Его первый вопрос был после теста: «Вы что, по скайпу дьявола вызывали?» Теперь с опаской слежу за котом. На дверях зоомагазина моего приятеля я заметила объявление «Котята бесплатно». Зайдя в магазин, я увидела, как парочка выбирает себе котенка, потом кошачью кроватку для него, кошачью еду, подстилку, игрушки и прочие принадлежности. Позже я наговорила приятелю кучу комплиментов по поводу его альтруизма, похвалив его за то, что он находит для котят хозяев. «Да, я действительно молодец», — согласился он с улыбкой. «С каждого котенка, которого я отдаю бесплатно, я имею по $50, продавая на эту сумму кучу всяких кошачьих причиндалов». У меня собака огромного размера, безумно любящая кошек. У нее был любимый котенок, которого она носила исключительно в пасти. Так вот, приходит к нам в гости подружка, не знающая игрушки псинки, и милым таким голосом говорит: «Ой, что это у тебя там такое? Игрушка? Дай мне посмотреть». После чего ей на коленки вываливается обслюнявленный котик, не подающий признаков жизни. Он заснул просто в тепле, пригрелся. Долго ее потом откачивали и все объясняли. Живем с любимым мужем вместе полгода. Практически единственный камень преткновения – моя любимая кошечка. Муж любит животных только на расстоянии. Никогда раньше дома живности не держал. И вообще относится к домашним животным брезгливо. Периодически намекает и порой даже требует найти моей любимице новых хозяев. Дабы сохранить мир в семье, приходится разделить зоны проживания мужа и кошки. В основном это заключается в том, чтобы не пускать кошку в спальню. Недавно пришлось отдать киску на вязку. Вернули только через 2 недели. Все друг по другу соскучились, даже муж, как ни странно, растаял. Помыли кошку, причесали, вечер, готовимся ко сну. Киска вьется вокруг нас, просит ласки. И тут муж, к моему удивлению, разрешает в виде исключения в честь воссоединения семьи не выгонять ее из спальни на ночь. Киска не поверила своему счастью, улеглась в ногах засыпающих хозяев, начала громко мурлыкать. Умиротворенная этой идиллией в семье, проваливаюсь в сон, и через некоторое время муж толкает меня в бок. Не могу уснуть, она храпит. Смеялась полчаса.
трудно объяснить человеку, который близко не приближался к кошкам никогда, что они не храпят, а мурлычут. История от подписчицы Жанна Тулакпаева. Это было в то время, когда мой кот заболел. У него очень болела лапка, и ему было тяжело ходить. Мы ему помогали и лечили всей семьей. В это время он был очень грустный. Но вот однажды я пришла, улыбнулась ему, села и позвала: «Паушка!» Кота зовут Пауль. И он, навострив ушки, с радостным мяуканьем сам прибежал ко мне обниматься. Он выздоровел очень быстро, потому что мы любили его всем сердцем.